Всем привет! Наверное, все уже знают, что есть такой очень известный инсайдер Стив Хеммерстофер, который практически никогда не ошибается. Напоминаю, этот человек прославился регулярными сливами инсайдерской информации и точными трехмерными моделями грядущих смартфонов, а также планшетов. Так вот, он на днях слил в сеть изображение долгожданного флагманского планшета от компании Samsung, а именно Galaxy Tab S8. А данная серия интернет-планшетов южнокорейской компании Samsung на базе свободной операционной системы Android всегда отличалась от других конкурентов высокой производительностью и интересными решениями. Напоминаю, что семейство устройств в странах Европы появилось в сентябре 2010 года, в России в октябре того же года и сразу же завоевало интерес у многочисленных фанатов, а также простых пользователей. Перейдем к новинке, а именно Samsung Galaxy Tab S8. Стоит отметить, что уже сейчас известны практически все технические характеристики данного планшета. А основные фишки его — это мощный процессор от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 888, 11-дюймовый IPS экран, что немаловажно, аккумуляторная батарея на 8000 мАч, двойная основная камера на 13,5 мегапикселей и многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Как и всегда, компания Samsung сделала элегантный дизайн своего планшета. Рендеры нам говорят о том, что гаджет получит тонкий металлический корпус. Габариты составят 253 на 165 и толщина всего 6,24 мм при массе 500 грамм. Что немаловажно, Samsung Galaxy Tab S8 будет оснащаться большим 11-дюймовым экраном, выполненным по технологии IPS. Разрешение 2560 на 1600 пикселей с поддержкой кадровой частоты 120 Гц. Напоминаю, что сейчас все производители поголовно ставят AMOLED-дисплеи в свои планшеты. Хорошо это или нет, решайте сами. Кстати, напишите в комментарии. А между прочим, IPS-экраны имеют высокое качество изображения, а также мы получаем максимально естественную цветопередачу. Главная особенность технологии заключается в реалистичности передачи цвета. Именно по этой причине эти матрицы пользуются огромным спросом среди профессиональных редакторов фото и видеоизображений. Кроме этого, IPS-матрица отличается более высокой яркостью и контрастностью. Сердцем планшета выступит мощный процессор от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 888. То есть это будет один из немногих флагманских планшетов с таким решением. Напоминаю, это топовый мобильный чипсет, представлен в 2020 году. Процессорная часть включает 3 кластера. Одно ядро Cortex-X1 с частотой 2,84, 3 ядра Cortex-A78 с частотой 2,42 и 4 энергонезависимых ядра Cortex-A55 с частотой 1,8. В состав чипсета также входит графика Adreno 660. Оперативной памяти у устройства будет 8 ГБ. Флеш-памяти будет предусмотрено всего лишь 128 ГБ. Емкость аккумулятора составит 8000 мАч. Также планшету приписывают быструю зарядку на 45 Вт. Разрешение датчиков основной камеры составит 13,5 мегапиксель, а вот фронтальная получила сенсор всего на 8 мегапиксель. Анонс планшета ожидается в начале следующего года. Также знаменитый ресурс под названием 91 Mobiles представил изображение и некоторые технические характеристики старшей модели семейства, а именно Galaxy Tab S8 Ultra. Тут, как всегда, мы получили топовые для планшета характеристики. Гаджет получит достаточно большой дисплей с диагональю 14,6 дюйма. Если мы посмотрим на рендеры, то сразу бросается в глаза, что имеется вырез для фронтальной камеры и датчиков. Также дисплей окружен узкими рамками со всех 4 сторон, что немаловажно в наше время. По предварительным данным, Galaxy Tab S8 Ultra получит аккумуляторную батарею
батарея емкостью 11550 мАч, а также процессор от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 888 Plus. Это 8-ядерный чипсет, который был анонсирован 1 декабря 2020 года и изготавливается по 5-нанометровому техпроцессу. Он имеет одно ядро Creo 680 Prime, Cortex X1 на 2.8, 3 ядра Creo 680 Gold, Cortex A78 на 2.4 и 4 ядра Creo 680 Silver, Cortex A55 на 1.8 ГГц. В тыльной части расположена двойная камера со светодиодной вспышкой. Кроме того, сзади находится специальная магнитная полоса для удержания пера S Pen, который войдет в комплект поставки, что немаловажно, то есть это вам не Apple. А это, хочу заметить, электронная ручка, которая существенно расширяет возможности планшета или смартфона. При помощи S Pen можно легко управлять как самим планшетом, сенсорным экраном, так и его отдельными функциями. Гаджет будет оснащен аудиосистемой с 4 динамиками и портом USB Type-C, тогда как стандартное 3,5 мм гнездо для наушников не предусмотрено. Итак, габариты устройства 325 на 207 и толщина всего 5,4 мм. Ну что же, ребята, на мой взгляд, компания Samsung с каждым годом выпускает все лучше и лучше планшеты. Как вы знаете, совсем недавно прошла большая презентация компании Apple, и там мы увидели просто множество планшетов на любой вкус. Мини, iPad 9 поколения и так далее. Но вы должны понимать, что там iPad OS, а тут мы получаем планшет, который работает на Android, и это является большим плюсом. То есть нам не нужно покупать всевозможные приложения, можно скачать с интернета и так далее. Также мы получаем очень элегантный планшет, который выглядит действительно восхитительно, и с каждым годом компания Samsung не изменяет вид планшета. То есть да, где-то есть мелкие улучшения, где-то какие-то фишечки добавляются в виде полоски и так далее, но самое главное, что это все равно остается элегантный планшет, который может предоставить вам действительно красивый внешний вид. Ну а производительность решайте сами. Самый мощный процессор на данный момент Snapdragon 888 или Snapdragon 888 Plus у старшей модели. Все достаточно интересно и действительно заслуживает внимания. Ну что же, ждем данные планшеты на обзор. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.